Здравствуйте, меня зовут Константин, я специалист технической поддержки компании DIP-системы. И сегодня хотел бы познакомить вас с нашим миографическим комплексом MTest. Для начала мы проведем сегодня такой вариант скринингового обследования. Мы запишем M-ответ и рассчитаем скорость распространения импульса по моторным волокнам. Затем мы посмотрим F-волну, сделаем сенсорную одну методику и проведем кожно-вегетативные вызванные потенциалы. И дадим заключение. Такой сегодня план. Начнем с того, что создадим карточку пациента. Мы в этом окошке дополнительные параметры вводим, такие как пол, рост, вес и дату рождения. И переходим к выбору типа обследования. Наша программа позволяет провести широкий спектр обследований миографических. Они поделены на такие подгруппы: вызванные потенциалы, поверхностная миография, стимуляционная, ритмическая и игольчатая. Мы начинаем со стимуляционной миографии. Выбираем точку наложения электродов. В нашем случае это будет абдактор Digiti Minimi. Мы будем смотреть левую сторону. Выбираем нерв и проходим далее. В этом окошке находятся параметры регистрации по умолчанию. То есть то, что вы будете видеть каждый раз при старте регистрации. В этом окошке мы можем один раз задать параметры и после этого просто его игнорировать дальше. Здесь по умолчанию у меня задан ток 15 мА, длительность стимула 0,2 миллисекунды и эпоха анализа 50 миллисекунд. Ну и теперь мы готовы, собственно, перейти к регистрации сигнала. В правом нижнем углу видим окошко с лентой. Это то, что регистрируется в данный момент. Мы в реальном времени можем видеть сигнал, который приходит с электродов, которые наложены на пациента. Сейчас мы попросим его немножко привести палец мизинец. Видим активность. Все в порядке, значит, электроды у нас наложены на правильном месте. И переходим, собственно, к стимуляции. Мы начнем с 15 мА, 0,2 миллисекунд. Получен достаточно амплитудный M-ответ корректной формы. Видим артефакт стимула перед, собственно, M-ответом. Расставлены метки. Мы немножко поднимемся выше по уровню стимула, до 25, например, чтобы определиться, что мы находимся на правильном месте и что амплитуда больше не растет. Амплитуда немножко увеличилась, необходимо еще немножко увеличить силу стимула. Сейчас амплитуда стимула практически не увеличилась, но мы еще увеличим ее на 10%. Вот, видим, что ничего не изменилось. Поэтому мы этот отклик сохраняем. И он пошел у нас в окошко анализа. Сейчас, чтобы не убирать стимулятор с точки стимуляции, мы переходим к F-волне, к исследованию F-волны на этой же мышце. Для этого используем кнопочку связанных методик. Особенность связанных методик в том, что мы переносим все настройки по силе стимула, длительности,
точки наложения, фильтрации. Вот, и просто переходим к следующей методике, вот, минуя все эти настройки. И начинаем стимуляцию. Мы подадим 20 стимулов. Вот, рассчитаем скорость F-волны. Такой план. Я подаю единичные стимулы. Есть возможность подать серию, кому как удобно. Нам достаточно 20. Здесь мы видим область ожидания F-волны. Она желтеньким цветом выделена. Вот. Эта область мы выставляем для того, чтобы помочь программе расставить метки в F-волне. Здесь тоже есть свои развертки. Вот. Нас вполне устраивает полученный ответ, и мы добавляем тоже его в анализ. Так, чтобы было все красиво. И смотрим в таблицу. Минимальная латентность 29 миллисекунд F-волны. Максимальная 35, дисперсия 5,7. Можем ввести расстояние. И получим расчет по скорости. И возвращаемся дальше теперь к скорости распространения импульса по моторным волокнам. Для этого есть кнопочка перехода. Мы, собственно, открыли несколько обследований. Запустили первое, потом перешли к F-волне, а теперь продолжаем изучать скорость распространения импульса. Мы накладываем стимулятор в точку локтевого сгиба и с теми же настройками регистрируем ответ. Ответ немножечко низкоамплитудный, нужно его поискать. Так. Попробуем еще раз. Видим, в принципе, что амплитуда не растет, и она приблизительно такая же, как была в предыдущем участке. Поэтому мы ее сохраняем. Можем совместить две кривые, визуально оценить латентности. Для того, чтобы корректно расставить метку старта, мы увеличиваем амплитуду сильно, чтобы увидеть первое начальное отклонение от изолинии. Вот. И теперь можем переходить к вводу расстояния. В дистальном участке это было 100 миллиметров. Да. И теперь переходим к исследованию сенсорной скорости. В связанных методиках у нас ее нет, потому что необходимо переналожить электроды на другую точку. Поэтому используем кнопку выбора нового обследования для текущего пациента. Выбираем канал. Это может быть другой канал, если у вас, например, прибор четырехканальный. Можете использовать первый, например, под моторные методики, второй под сенсорные. Вот, чтобы часто не передоставать электроды из усилителя. Вот, ну, я буду в своем случае использовать тот же канал, первый. Выбираем нерв. Мы будем проводить исследование на медиальном нерве. В сторону стимуляции, опять же. И переходим далее.
В окне регистрации, если есть необходимость, вносим изменения. Длительность стимула для этого типа методик 0,1 миллисекунды. Вот. Количество стимулов мы поставим 5. Нам этого достаточно будет. И частота 2 Гц. Первое, на что обращаем внимание, это лента. Если нет большого количества шумов, вот, то можно начинать стимуляцию. Электроды мы уже наложили. И, собственно, с первого ответа мы получаем... С первого стимула получаем ответ. 5 откликов нам достаточно для того, чтобы сделать... это достаточное количество для усреднения. Вот, собственно, мы видим отклики, из которых мы составили усреднение. Если есть необходимость, подправляем метки, вводим расстояние в таблицу, получаем скорость распространения импульса в дистальном участке. И после этого переходим к вызванным потенциалам кожно-вегетативным. Выбираем канал. У нас это будет рука, левая ладонь. Точно так же, как для всех предыдущих методик, выбираем необходимые параметры регистрации. И переходим к регистрации. Эту методику можно проводить как при помощи стимуляции током, так и просто попросить пациента сделать глубокий вдох и выдох. Результаты будут приблизительно одинаковые. Вот. В данном случае мы будем проводить эту методику при помощи тока. Да, вот сейчас мы видим хороший ответ. Можем добавлять его в анализ. Справа видим таблицы с расчетом параметров. И на этом будем заканчивать сегодняшнее обследование. Нажимаем на кнопку «Прервать регистрацию». Далее нам необходимо сформировать отчет. Для этого нажимаем на кнопку «Создать отчет». И можем посмотреть то, что у нас получилось. Все наши ответы с таблицами, описанием пошли у нас в отчет. Спасибо за внимание.